Привет, друзья! Рада видеть вас на своем канале. В этом видео я покажу вам раскрашенные работы за неделю, а также мы вместе с вами порисуем, потому что я приготовила для вас очередной мастер-класс гуашью. Начнем с Ханны Карлсон. Я покажу, что раскрасила в раскраске «Времена года». Я все-таки эту раскраску продвигаю и стараюсь раскрашивать каждую неделю. И на этой неделе я раскрасила здесь вот таких лисичек, очень милых лисичек. Единственное, что я закрасила грибы. В оригинале у Ханны из лисичек росли грибы, что мне не очень нравилось, да и не хотелось раскрашивать всю эту мелкотню, поэтому я эти грибы просто закрасила гуашью. И, как вы поняли, вся работа у меня выполнена гуашью. Мне очень нравится сочетание рыжего и зеленого, поэтому я в основном использовала здесь эти цвета. Такой желто-рыжий, бежевый, зеленый. Очень теплое сочетание цветов, очень приятное, мне нравится. Хоть это уже осенний раздел книги пошел, но так как зимний у меня закончен, то получается пойду теперь по осеннему. Ну а как начнется весна, тогда уже можно будет и весенний раздел раскрашивать. Следующая работа у меня в книге «Картины по номерам». Как ни странно, мне эта книга очень даже заходит. Хотя многие жалуются, что она большая, что там очень крупные детали и как бы не очень хочется раскрашивать. А мне вот сейчас, именно в этот период жизни, очень даже хочется ее раскрашивать, и она довольно хорошо идет у меня. Я использую в ней гуашь, и, наверное, для этой книги гуашь самый правильный материал, я бы сказала, потому что когда маркером раскрашиваешь вот эти большие области, то, во-первых, маркеры полосят, во-вторых, они быстро кончаются. А вот гуашью получается и ровные заливки больших областей, и расход материала не такой большой. Ну, в общем, мне все нравится. И вот такая лисичка у меня получилась. Почему лисички у меня на этой неделе? Потому что это тема марафона Ольги Рани. И я, как всегда, в этом марафоне участвую и раскрасила 2 лисы. Вот тут только водой капнула на небе, а так все получилось довольно хорошо, аккуратненько. И сами краски, как видите, хорошо ложатся. Так что получилось неплохо. Ну, а теперь давайте перейдем к мастер-классу, который я сделала специально для вас, потому что я подумала, что всего 2 раскрашенные работы, это будет не слишком наполненное и не слишком интересное видео. Так что решила сделать еще и мастер-класс по гуаши. Порисуем вместе с вами глинтвейн. 2 чашки глинтвейна стоят на столе. Я взяла для референса вот такую картинку, нашла в Pinterest, и здесь вообще работа выполнена маркерами, но я решила нарисовать этот же сюжет гуашью, и как раз посмотрим, что у меня получится. Не буду срисовывать в точности, да, это и не выйдет, потому что все-таки оригинал сделан маркерами, а я работаю гуашью. И начинаю я работать с того, что большой кистью квадратного размера наношу самый темный коричневый цвет на бумагу такими довольно грубыми широкими мазками. Буду стараться создать текстуру дерева. Для этого я буду использовать 2 коричневых цвета, немного черного и песочный. Беру второй коричневый цвет, он у меня такого красноватого оттенка, и добавляю его к основному цвету. При этом кисть у меня полусухая. Стараюсь смешать цвета, но так, чтобы сохранить полосы, потому что мне как раз эта полосатость и нужна, она и создает текстуру дерева.
Белые места я оставила, потому что у меня тут еще будут еловые ветки, поэтому я не слишком стараюсь закрашивать вот эти углы. Пусть останется белым, не буду тратить краску лишний раз. Основной цвет у меня готов, и теперь я беру песочную гуашь. Наношу ее сверху сухой кистью, чтобы создать такие прожилки, текстуру дерева, самые светлые места. Стараюсь размазывать ее, но не до конца, чтобы эти штрихи были видны. Итак, стол, на котором стоят кружки, закончен. Получилась такая текстура дерева грубыми штрихами. И теперь перехожу к рисованию еловых веток. Для этого я зеленым цветом нанесу довольно тоже грубыми мазками елочные ветки. Возьму кисть чуть помельче и штрихами буду создавать как бы текстуру веток. Добавляю черного цвета, чтобы придать веткам объем, чтобы показать тень. Работаю все той же квадратной кистью. Воду не использую, потому что хочу, чтобы все-таки ветки были такими пушистыми. Теперь беру светло-зеленый и буду наносить блики, чтобы придать еще больше объема еловым веточкам.
Итак, фон закончен. Теперь я перехожу к закрашиванию самих кружек и буду рисовать глинтвейн, который находится в чашках. Он у нас такого винного цвета, потому что его делают из вина, и цвет соответственный. Я беру цвет гуаши брусничный и смешиваю с черным, чтобы получить нужный мне цвет. Сначала прохожусь по краю кромки чашки, так как самый светлый цвет напитка он виден как бы по кромке и в тех местах, где, например, апельсин, кусочек апельсина соприкасается с напитком. И в этих местах я наношу самый светлый цвет. Дальше я добавляю больше черного и заполняю оставшееся пространство. Для более мелких деталей я уже использую самую мелкую кисть, чтобы не залезть куда не надо и чтобы получился аккуратный рисунок. Теперь я перехожу к закрашиванию ягод. Я беру красный цвет и в тех местах, где самые темные места, я наношу довольно густым слоем гуашь, а потом осветляю, добавляя воды и размазывая так, чтобы получить более плавный переход. Для своего удобства я покрасила уже кружку ту, что сверху, чтобы мне было удобно и смотреть на нее для примера, и чтобы видео не занимало так много времени, поскольку процесс идентичный, что раскрашивание первой кружки, что второй. Перехожу к прорисовыванию апельсинки. Вначале желтым цветом наношу основной тон, потом буду добавлять оранжевого и уже в конце расставлять блики белым цветом.
Рисунок практически завершен, осталось совсем немного. Сейчас я нарисую веточку растения. Я не знаю, что это за растение. Похоже на розмарин. Сначала рисую основные контуры этого растения, а потом уже добавлю блики, чтобы придать этим веточкам тоже немножко объема. Остались, можно сказать, последние штрихи. И сейчас я хочу сделать блики на сам напиток, потому что на поверхности напитка тоже отражается свет, который падает из окна или от искусственных источников освещения. Для этого я беру белый цвет, добавляю к нему совсем капельку красного брусничного цвета и добавляю воды, так чтобы это было не слишком ярко, не слишком белый цвет, но и в то же время, чтобы было видно, что это блики на напитке. Осталось доработать веточки розмарина. Я беру для этого светло-зеленый. Беру маленькую кисть и наношу на самые светлые места. Итак, вот наш рисунок и готов. Такой у нас получился замечательный глинтвейн, теплый, радостный, зимний. Рисование заняло у меня примерно полчаса или 40 минут. Видео я совсем слегка ускорила для того, чтобы показать вам в более сжатые сроки, чтобы не занимать много времени. Рисунок можно вертеть, крутить как угодно. Он и вертикально, и горизонтально смотрится хорошо. Для того, чтобы отдохнуть, порисовать с удовольствием такую не слишком сложную работу, я считаю, этот сюжет идеально подходит. И я надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Если так, пишите комментарии. Мне будет очень интересно, мне будет очень приятно видеть ваши лайки и комментарии. Спасибо вам за просмотр этого видео. Увидимся с вами в следующих видео. До встречи. Пока.